Опа! А на тебя-то откроют охоту. Кто же это будет охотиться за тобой? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад телефон в шапке профиля. Знаете, вы такой человечек очень светлый и очень позитивный. И это я сейчас не беру во внимание, сколько всего вам пришлось пережить. Но вы-то ведь победитель. Вот вы победитель по жизни. У вас вот дух лидерства, дух победителя, но он неистребим. Кто-то из вас, возможно, даже в свое время, да, кто-то, может быть, по молодости, кто-то сейчас, может быть, занимается спортом, и, вот вы не успокоитесь, да, вот прежде чем не займете первое место, да, вот какие-то вот призовые места, для вас это очень важно. Даже если не брать спорт во внимание, вы вообще такой человек-победитель, у вас должно быть все качественно. У вас должно быть все лучше. По крайней мере, вы стремитесь. Да, это может не всегда получаться. Да, может быть какие-то, я не знаю, преграды, да, там проблемы, да, к осуществлению вашей какой-то мечты, либо же цели. Но вы человек, который вот привык, что вот все должно быть, по высшему пилотажу. Давайте как раз сделаем маленький опрос. Вот напишите, вот есть у вас такая черта, да, что должно быть все лучше всех. По крайней мере, может быть, вы к этому стремитесь, да. Есть такая черта, вот, к примеру, чтобы вы понимали, да, кто-то старается, чтобы у него была там, самая лучшая машина, может быть, какая-то крутая марка. Кто-то стремится там, чтобы, я не знаю, по последнему писку моды, чтобы там дом, квартира были. То есть вы к этому стремитесь. У кого-то это может быть еще на уровне мечты, но тем не менее вы не успокоитесь, пока своего не добьетесь. Понятно, что могут быть и более такие приземленные мечты, но тем не менее, вот дух лидерства, дух победителя, вот он в вас живет. Вы многие выглядите моложе своего возраста. Это еще может быть благодаря тому, что вы следите за собой, следите за своим питанием, да, вот здоровый образ жизни, отсутствие там вредных привычек, либо же кто-то из вас сейчас вот находится в стадии, так сказать, бросание вредных привычек, да, может быть, вот вы решили, что вот через месяц, да, вот я уже окончательно там избавлюсь, я не знаю, там, может быть, волшебную палочку эту, да, не буду больше облизывать, обсасывать, да, которая дымит. Кто-то рюмочку чая решит бросить, да, то есть вы так постепенно будете избавляться от этой привычки. Кто-то уже пережил этот момент, уже вы отказались от того, что кто-то дымел, кто-то обнимался с рюмочкой, да, поэтому вы, в общем-то, такой волевой человечек. Дух, конечно, ребенка также в вас не иссякаем. Все-таки правду говорят, что все мы взрослые дети. Вы точно так же. Вот как я с вами, да, иногда могу подурачиться, в общем-то, правда? Хотя я могу быть и очень серьезной. Точно так и вы можете и дурачиться, вы можете прикалываться, шутить, вы такой юморной. Вы можете знать много каких-то шуток-прибауток, да? Вы знаете, когда вам включать этого взрослого ребенка, а когда его выключать, да? То есть вы дозируете. Понятное дело, что вы только с близкими очень людьми, там, либо же со своей женщиной можете становиться вот таким, непринужденным ребенком, да? Вы можете не стесняться, дурачиться, все что угодно творить, чудить, да? А на работе вы, может быть, там начальник строгий, да? Вот такой вы бываете разный. Люди к вам прислушиваются, люди, может быть, даже в чем-то учатся у вас, люди вас уважают, потому что вас есть за что уважать. У вас много талантов, у вас много достижений, у каждого это свои достижения. И знаете,
Многие даже вот вашей, может быть, внешности завидуют. Вот если особенно вы относитесь к спортивному человеку, да, вот спортивная фигура, там, я не знаю, внешность такая хорошая, ухоженная, то многие вам даже завидуют. Но, конечно, бываете иногда, ну, такой вот услужливый, да, вот есть такая черта, ну, в принципе, она бывает у многих людей. Вот эту услужливость многие люди включают, когда, ну, чего-то нам нужно добиться от кого-то другого. Это может быть услужливость перед начальником, да, когда вот, ну, грубо говоря, приходится, да, где-то на гордость наступить, где-то, ну, как-то, может быть, немножечко унизиться, да, иногда вот, ну, приходится терпеть такие ситуации, да, особенно на работе, что думаешь, елки-палки, зачем я это терплю, правда, ребят? И это очень многих людей. Поэтому вот бывает, это бывает очень редко, но вы тоже можете, ну, как говорится, прогнуться, да, просто чтобы, ну, либо не потерять работу, либо чтобы не было конфликта, но это скорее связано вот именно по работе. Потому что, ну, работой, в общем-то, дорожат все. Вы такой правдолюб, правдоборец. Может проиграться, что иногда становитесь все более вспыльчивым. У кого-то сейчас очень насущная проблема заработать деньги. Причем вот вы видите, да, вы видите перспективы, может быть, уже у кого-то наклевывается новая работа, но еще немножко вот вы, ну, в таком вот в подвешенном состоянии, вы еще не очень определились, переходить, не переходить, да, вот как-то риски вот эти вот все вы еще взвешиваете. Хотя, я думаю, вы очень быстренько туда переметнетесь. Просто немножко посомневаетесь, оттянете этот момент. Так, а кому из вас, ребят, сейчас хреновезно? Вот признавайтесь, вот пишите мне все в комментариях. Если вам плохо, то почему? Кто-то, может быть, сейчас заболел. Вот реально, вы можете либо же простуженный, там, либо еще с какими-то болячками ходить на работу. Кто-то, может быть, реально сейчас, вот, ну, либо в больничке, либо дома, постельный режим, вот хреново. У кого-то может проиграться, что душа болит, а сердце плачет. Это депрессивное состояние, настроение, потому что вы начали новый жизненный этап, который вас, ну, не очень-то и радует, да? Потому что много проблем, потому что нет любимой женщины, и потому что могут еще у кого-то проиграться, вот именно, да, по работе проблемы. Придется много впахивать. Уже сейчас даже многие из вас начали впахивать, либо же вы взяли подработку, потому что денег не хватает. Могут даже у кого-то проиграться, ну реально, либо сокращение зарплаты, вот какие-то урезания, ну в связи с таким всеобщим кризисом. Но это если коротко о вас. Ну давайте-ка смотреть, мои хорошие, кто же будет за вами охотиться, да, что же за охотница, а может быть охотник будет? Ой, ну ёшкин кот, охотница за деньгами, ха-ха, ой, боже ж мой, боже мой. Смотрите, у кого-то проиграется, что за вами начнет охотиться дама, с которой когда-то вы были семьей. Она, вернее, охотиться начнет за вашими деньгами. Здесь могут быть разные рассказы, очень интересные с ее стороны, да, что вот ты нам там мало денег даешь, даже если вы на детей платите какую-то сумму. Она может говорить, что мало, все дорожает, цены выросли, ты такой сякой. Ну, то есть здесь такая будет охота своего рода, вот охотница за деньгами именно не сколько на ребенка не хватает денег, а сколько ей. Потому что она тоже ведь оттуда какую-то денежку себе берет. Знаете вы об этом, не знаете. И причем я вижу, что кто-то из вас даже скажет ей, что, ну, извини, дорогая, у меня больше нету денег, да, и мне тоже как бы самому нужно жить. Да, вы немножко приукрасите, кто-то, может быть, и не приукрасит, но, тем не менее, да, вот кому-то из вас реально, ну, нечего будет больше ей дать. Далее, ну, я не скажу, что она прям будет вас преследовать, но то, что будет надоедать какой-то период, именно вот из-за денег, это факт.
Далее, мальчишки, что я вижу? Я понимаю, конечно, что вы у меня разный контингент такой, да, и женатые, и холостые, разные. Но я в шоке по колено. Смотрите, что мне показывает. Кто-то из вас начудил, нашалил. Но особенно это будет касаться, если у вас есть какой-то, может быть, роман, либо отношения. Здесь может проиграться ситуация, что вам скажут: дорогой, у меня будет ребенок. И вы, конечно, будете в шоке по колено. Эта информация вас добьет, кого-то сразит на повал совершенно. Потому что, ну, как бы лялечка в ближайшее время у вас не входила в планы, особенно если у вас, допустим, эта женщина, ну, не для серьезных таких отношений. Ну, здесь, конечно, придется раскошелиться. Здесь, конечно, либо придется выбирать, играть в любовь с этой женщиной, да, вот говорить, ну, как бы включать благородство, да, и говорить, что, ну, да, конечно, я же тебя люблю, да, давай типа поженимся. Потому что там у этой дамочки есть, ну, похоже, что очень грозный, ну, либо отец, да, либо же, ну, родня какая-то, может быть, брат, которые спуску не дадут. Вот если вы заделали лялечку, да, понятно, что я сейчас не всем это говорю, а именно вот кто попал, да, у кого такой попадос, то вы можете реально бегать от этого отца, либо же там брата, кто там у нее есть, да, потому что, ну, вас в покое не оставят, вам скажут: не, дорогой, заделал, значит, женись. Поэтому здесь такое может быть реально преследование, придется еще жениться, а то и венчаться. Далее, вот это мне прям интересно, вот это пошла жара. Кто еще вас может преследовать? Давайте. Так. Ух ты, смотрите. А эта ситуация, ну, это что-то вообще будет из ряда вон выходящее. У кого-то проиграется ситуация, что вас будут преследовать, как это не будет звучать странно и парадоксально, собственные мысли. Я сейчас поясню, да, чтобы вы не смеялись, потому что это очень серьезный момент. У кого-то это может быть вплоть до наваждения, особенно это будет касаться тех, кому сейчас вот плохо морально. Может быть, вы недавно разошлись, может быть, вы потеряли работу, да, там близкого человека, у каждого это своя трагедия. Поэтому здесь могут быть навязчивые мысли, что все, жизнь закончилась, да, как жить дальше, там, может быть, как я буду жить без этой женщины, без этого человека, если он ушел, да, на небеса. У кого-то может, кстати, проиграться, вот если вы находитесь там, где горячо, реально горячо, там, где какие-то военные действия, вы, я думаю, понимаете, о чем я говорю. Здесь может быть просто, ну, капец капецкий. Я просто предупреждаю, да, вот вы можете реально себя накручивать мыслями, что а вдруг, если останусь без дома, да, вот просто бах и все, и дома нет. Поэтому здесь будут преследовать некоторых из вас очень такие вот житейские мысли, вы себя будете накручивать. Это реально такое преследование, это тревожность, это даже могут быть паника. Особенно, я еще раз повторяю, там, где могут быть вот, ну, какие-то такие горячие действия. Хотя они могут быть, в принципе, в любом месте уже, наверное, да, я не буду вникать в подробности. Далее, кто-то из вас, сейчас мы уточним, но это вообще суперское преследование, да? У вас начнется период, опять, да, вот хоть верьте, хоть нет, и смех, и грех, честное слово, это преследование, как же это назвать даже? Финансовое преследование, я даже не знаю, как это сказать.
Здесь могут быть такие, если, допустим, вы одолжили кому-то деньги, может быть, вы там в банке брали кредит, но долго не отдаете. Ну, здесь могут по типу коллекторов, там банки названивать, да, могут, ну, разные такие нехорошие слова вам говорить, да. Поэтому здесь потребуется вам такая надежная помощь, поддержка. Вы-то выкрутитесь, да, кто-то, может быть, переодолжит деньги, кто-то подработает, ну, то есть нервотрепочка немножко будет ждать, да, потому что, опять же, долги нужно отдавать вовремя. Ну и напоследочек, сейчас мы с вами обсудим, какая шикарная женщина появится в вашей жизни. Но здесь уже вы ее будете преследовать. Это будет потрясающая женщина, она будет хороша, ну и телом, и душой, да, вот если коротко. Вот с ней у вас начнется новый жизненный этап. С этой женщиной вы пойдете рука об руку. Эта женщина будет судьбоносная. Здесь вы будете ее добиваться, потому что когда вы ее увидите, ну, либо же, неважно, в интернете, не в интернете, это вообще по барабану. У вас настолько такой азарт проснется, вам захочется вот, ну, елки-палки, да, вот, как говорится, буду землю грызть, но я ее добьюсь, да. Вот вы не захотите терять такую женщину. Вот она вам покажется, ну, такой классной во всех отношениях. Когда у вас будут отношения, коротко вот скажу, что руководить будете вы, а вы будете головой, а вы будете разруливать все. То есть не она будет вами помыкать, как у кого-то это было раньше, а вот именно вы будете головой. Вы будете рассказывать, что и как делать, вы будете советоваться, вы будете брать на себя ответственность. Поэтому здесь будет немножко другая ситуация. Вы будете добиваться эту женщину. Ну и я вам скажу еще, да, вот напоследочек, что будет еще какая-то дама, а может быть даже не одна, которой вы понравитесь. Но это будет совершенно другая. Это не эта вот, о которой я только что говорила. Это женщина, которой вы понравитесь, и вот она реально будет за вами бегать. Она, в принципе, такая юная, она может быть намного моложе, чем вы. Но она будет как-то вот, ну, то ли не в вашем вкусе, ну не ёкает, да, вот как говорят. А она-то на вас западет, а она-то будет за вами бегать, надоедать, может быть, кому-то названивать, написывать. В общем, ну, здесь такое бесперспективное преследование будет, поэтому вы будете от нее, она за вами. То есть вы поменяетесь ролями. Вы будете зайчик, а она будет охотник. Ну, она немножко поохотится, поймет, что это все уже, что как бы мужчина не хочет. Поэтому она очень быстро успокоится. Ну, а вы настроитесь на свою новую королеву, которая придет в вашу жизнь. А это пусть дамочка ищет себе кого-то другого. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!